М113 стал самым массовым в мире бронетранспортером для пехоты. Вторую мировую войну армия США встретила с полугусеничными бронетранспортерами М2 и М3. Эти машины оказались на редкость удачными. Их поставляли по ленд-лизу в армии стран антигитлеровской коалиции. А после окончания войны они еще долго воевали в локальных войнах. Но по мнению американских генералов, полугусеничные БТРы с открытым верхом устарели и настоятельно требовали замены на более современные БТР. Сразу после окончания Второй мировой войны конструкторы в США начали работу над новыми образцами бронетехники. К тому времени военно-транспортные самолеты могли перебрасывать по воздуху не только пехоту, но и боевую технику. Бронетранспортеры нового поколения должны были быть авиатранспортабельными и уметь плавать. Задача, поставленная перед конструкторами, оказалась непростой, но они с ней успешно справились. В 1956 году фирма FMC получила заказ на разработку универсального гусеничного шасси, которое бы стало основой для тяжелого бронетранспортера, способного перевозить отделения солдат в полной экипировке. Пентагону нужен был своего рода боевой автобус, на котором пехотинцы могли бы передвигаться по полю боя. Конструкторы фирмы разработали несколько опытных вариантов бронетранспортера, которые, помимо прочего, отличались друг от друга материалом, на основе которого изготавливалась их броня. Предпочтение отдали боевой машине не с обычной стальной, а с алюминиевой броней. Испытания показали, что вариант с толстой алюминиевой броней при меньшем весе обеспечивает тот же уровень защиты экипажа и десанта, что и вариант с привычной стальной броней. Фирме FMC был выдан заказ на постройку опытных прототипов. Для сравнительной оценки всех вариантов были заказаны сразу 16 прототипов, 10 бронетранспортеров, 2 самоходных миномета, 3 носителя противотанковых управляемых ракет и одно базовое шасси. Изготовленный FMC макет, получивший наименование Т-113, был представлен армейской комиссии в октябре 1956 года, а в 1957 году фирмой были собраны первые прототипы бронетранспортера. После проведения всех необходимых доработок в 1960 году улучшенная версия бронетранспортера Т-113Е1 была официально принята на вооружение армии США под обозначением М113. Первоначально это была боевая машина с бензиновым двигателем, но уже в 1964 году из серийного производства ее вытеснила модель Т-113Е2, принятая на вооружение под обозначением М113А1. На этом БТР был установлен более совершенный дизельный двигатель. Серийное производство М113А1 продолжалось вплоть до 1979 года. Число машин, выпущенных по заказу армии США как для собственных нужд, так и на экспорт, составило более 23 тысяч единиц. Помимо этого, некоторое количество бронетранспортеров было выпущено фирмой FMC для самостоятельной продажи на экспорт. Компоновка бронетранспортера М113 традиционная для большинства гусеничных БТР и БМП разных стран. Трансмиссия и двигатель располагаются в передней части корпуса. Место механика-водителя от оси корпуса сдвинуто в левую сторону. Командир БТР, который по совместительству выполняет роль стрелка, сидит по центру боевой машины. В его распоряжении находится башенка для наблюдения за обстановкой. В десантном отделении в корме корпуса находятся места для 11 пехотинцев. 10 из них сидят на откидных скамьях вдоль бортов лицом к лицу. Еще один десантник располагается на откидном сидении лицом к выходной рампе, через которую солдаты покидали машину. Моторно-трансмиссионное отделение от остальных отделений боевой машины отделено специальной противопожарной перегородкой. При этом экипаж и десант могут свободно перемещаться между отделениями. Корпус М113 изготавливается из алюминиевой брони, специальный сплав с добавлением марганца и магния, методом сварки. Сам корпус представляет собой коробчатую конструкцию, за которую бронетранспортер прозвали утюгом. Толщина брони корпуса М113 составляет от 12 до 44 мм. Лобовая часть состоит из двух бронеплит толщиной 38 мм, верхняя из которых расположена под углом 45 градусов к вертикали, а нижняя 30. Борта расположены вертикально, верхняя их часть имеет бронирование 44 мм. Первоначальный вариант бронирования обеспечивал защиту десанта и экипажа от огня, стрелкового оружия и осколков снарядов и мин. В лобовой проекции броня держала попадание 12,7 мм бронебойных пуль с дистанции до 200 метров. Борта имеют надгусеничные ниши по всей длине корпуса и собираются каждый из вертикального верхнего листа толщиной 44 мм, надгусеничной полки толщиной 12 мм и вертикального нижнего листа, толщина которого составляет 32 мм, так как он в основном закрыт ходовой частью, обеспечивающей дополнительную защиту. Кормовая часть корпуса состоит из собственно кормового листа толщиной 32 мм, расположенная под наклоном 9 градусов, и кормовой двери из листа той же толщины, имеющего наклон 8 градусов.
Крыша и днище корпуса состоят из листов толщиной, соответственно, 38 и 29 мм. Для посадки и высадки из машины механик-водитель и командир имеет индивидуальные круглые люки в крыше корпуса над своими местами. Для посадки и высадки десанта служит большая откидывающаяся вниз дверь-аппарель в корме машины, через которую пехотинцы могут оперативно покидать бронетранспортер сразу подвое. Дверь опускается и поднимается при помощи гидравлического привода, управляемого с места водителя. Также в ней имеется обычная открывающаяся в бок дверь меньшего размера. В крыше корпуса над десантным отделением имеется квадратный грузовой люк, откидывающийся назад. Еще один люк в верхнем лобовом листе служит для обслуживания и демонтажа двигателя и трансмиссии. Помимо него в крыше корпуса имеется несколько меньших лючков. Крышу корпуса над моторным отделением занимают жалюзи воздухозаборника двигателя и вывода нагретого воздуха из системы охлаждения. Ходовая часть М113 внешне осталась неизменной во время всего производства боевой машины. Применительно к одному борту она состоит из 5 катков двойного обрезиненного ленивца и двойного ведущего колеса. Подвеска всех катков торсионная, индивидуальная. На базовой модели 1960 года амортизаторами были оснащены только первые и последние опорные катки с каждой стороны боевой машины. В качестве силовой установки на машине М113 был установлен бензиновый 8-цилиндровый двигатель Chrysler мощностью 209 лошадиных сил. Этой мощности было вполне достаточно для того, чтобы разогнать бронетранспортер боевой массой 10 тонн до скорости 64 км в час при движении по шоссе. На плаву машина могла развивать скорость 5 км в час. Движение по водной поверхности осуществляется за счет перематывания гусениц. Запас хода при движении по шоссе оценивается в 320 км. В качестве основного вооружения на бронетранспортерах М113 устанавливается крупнокалиберный 12,7 мм пулемет Браунинга, который конструкторы разместили рядом с командирской башенкой на турельной установке. Огонь из пулемета можно вести не только по наземным, но и по воздушным целям. Вьетнам стал местом, где М113 длительно и активно применялся в реальных боевых условиях. В марте 1962 года туда были направлены предназначенные для войск в Европе 32 машины. Это позволило укомплектовать ими 2 полные роты мотопехоты. Первый же опыт боевого применения М113 продемонстрировал высокую эффективность нового вооружения, в том числе высокую подвижность М113, даже когда им приходилось вести бой в малопроходимых рисовых полях. Однако, принятая США доктрина использования бронетранспортеров лишь как средство доставки пехоты на поле боя, где она должна была вести бой, спешившись, оказалась непригодна. В этом случае пехота утрачивала подвижность и защищенность бронетранспортера и не могла адекватно среагировать на боевую обстановку. Поэтому стандартной тактикой стало ведение боя не спешиваясь, когда командир бронетранспортера вел огонь по противнику из своего крупнокалиберного пулемета, а пехотинцы вели огонь из личного оружия, стоя в открытом грузовом люке. В войсках вооружение М113 нередко усиливалось путем установки дополнительного вооружения, включая в себя 7,62 мм пулемет Гатлинга, дополнительные 12,7 мм пулеметы М2 или безоткатные орудия калибром от 57 до 106 мм. Распространена также была установка импровизированных щитков для пулемета командира. В 1971 году южно-вьетнамские войска попытались вторгнуться на территорию Лаоса, и столкнулись с обороной северо-вьетнамцев, усиленной танками ПТ-76 и Т-54. От огня танковых орудий южно-вьетнамцы потеряли больше 30 БТР и начали паническое отступление, в ходе которого бросили еще 80 бронетранспортеров М113. Помимо США и Южного Вьетнама, М113 использовались и рядом их союзников, наиболее активно австралийскими и новозеландскими войсками. Первые австралийские бронетанковые эскадроны прибыли во Вьетнам в 1967 году и в дальнейшем использовались в основном в прибрежном районе к юго-востоку от Сайгона. В австралийских войсках были распространены полевые модификации М113, помимо обычного дополнительного вооружения и щитков, включавшие в себя установку башен с британских бронеавтомобилей Саладин с 76 мм пушкой. БТР М113 стали последними гусеничными машинами, уничтоженными в ходе этой войны. 30 апреля 1975 года северо-вьетнамские Т-54 ворвались в Сайгон и, сметая все на своем пути, подбили 4 последних М113. Всего для армии Южного Вьетнама и США было отправлено менее 2000 бронетранспортеров М113. Все они были либо уничтожены, либо захвачены. После поражения Южного Вьетнама несколько сотен трофейных бронетранспортеров М113 встали на вооружение Народной армии Объединенного Вьетнама. Как выяснилось, во время войны М113 уязвимы от огня легких плавающих советских танков ПТ-76, гранатометов РПГ-5 и РПГ-7.
Уязвимость машины выявлена сзади и сзади сверху для ручных гранат, фугасных мин. Бортовая броня не защищает М113 от пуль 14,5 мм советского патрона, который использует пулемет КПВТ, а также противотанковое ружье времен Второй мировой войны, ПТРД-41 и другие советские образцы. Израильская модификация М113 «Зельда» использовалась в небольшом количестве в Октябрьской войне 1973 года. 87-й разведывательный батальон израильской армии имел на вооружении 36 БТР М113. Его ждала нелегкая судьба. В ходе войны весь батальон был уничтожен. Последние два бронетранспортера были подбиты за несколько минут до окончания войны возле египетского города Исмаилия. Известен случай, когда израильский М113 был выведен из строя одной автоматной пулей. Турецкие М113 принимали участие в ходе вторжения в Кипр в 1974 году. Несколько бронетранспортеров было потеряно от огня киприотских танков Т-34-85. Еще, по крайней мере, один был захвачен в качестве трофея. М113 применялись в ходе Ирано-Иракской войны 1980-88 года. Перед началом войны у Ирана имелось 575 БТР М113. Известен случай, когда целая дивизия, вооруженная танками и БТР М113, была уничтожена в результате одного удара иракских МиГов. Общее количество выпущенных бронетранспортеров М113, включая машины на его базе, составило более 88 тысяч единиц. По состоянию на 2022 год они используются более чем в 44 странах мира, включая США и Украину, хотя и постепенно вытесняются более современными машинами. Для сравнения, созданный примерно в то же время советский БТР-60 разошелся по миру серией от 10 до 25 тысяч машин.